Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз делаем для представителя из знака Весы. Давайте посмотрим, что ожидает Весов на следующей неделе. Неделя с 15 по 21 декабря. Какие карты вам сегодня выпадут и что же произойдет у вас в этот отрезок времени. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Пишите в ваших комментариях, в ваших отзывах, насколько это видео вам подошло. Также не забывайте подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали. Итак, расклад с понедельника по воскресенье, а именно с 15 декабря по 21 декабря. Что же ожидает Весов? Какие вам карты сегодня выпадут в нашем еженедельном раскладе? Итак, Весы. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, что у нас есть и что есть на дне колоды? Есть тройка кубков, есть карта веселья, успеха, радости, обсуждения успеха с какими-то третьими лицами. Может быть, вы общаетесь здесь с родственниками, шестерка кубков, потому что есть вот да, дети, есть императрица, мама, есть как будто вот этот семейный очаг и уют. И здесь есть тройка кубков, общение с детьми, общение с семьей, общение с родителями. Не знаю, то есть здесь какое-то обсуждение веселое с родственниками дальнейших планов или каких-то ваших уже имеющихся успехов в делах. Может быть так. То есть в любом случае веселье и радость. И по королю мечей, которая является вашей стихией, она здесь дальше лежит. Вы какие-то можете принимать решения, вы будете очень ответственны в то, что вы делаете касаемо вашей семьи, ваших детей. И по императрице, если вы мама и у вас есть дети, то вы очень ответственны опять-таки в делах семейных, в делах домашних, то есть в каких-то решениях, которые вы принимаете. У вас фортуна, да, на вашей стороне. Вы верите в удачу, и вы как будто бы убеждены в успехе, убеждены в том, что все будет складываться на вашу пользу, в ваш какой-то как бонус, да, для вас, как какие-то хорошие для вас события. Вы здесь можете решения принимать, вы можете здесь как-то действовать, можете предпринимать определенные действия, для вас очень серьезные, выбор какой-то делать. Вот я говорю по карте возлюбленные, потому что это тоже карта выбора и колесо фортуны. То есть вы принимаете решение двигаться дальше, то есть не стоять на месте, и это успешное для вас решение. Семерка пентаклей, вы долго чего-то ждали, и вот сейчас начинаете наконец-то действовать, колесо фортуны начинает крутиться в вашу пользу. Давайте посмотрим на туза кубков. Переполненность эмоциями, настроением таким радостным, праздничным каким-то. У вас есть с самого начала недели, у вас есть что-то, что вас радует, что-то, что вас прям воодушевляет, вдохновляет. И по тузу кубков вам кажется это прям каким-то подарком от Вселенной, каким-то очень радостным периодом в вашей жизни или событием. Возможно, кто-то здесь испытывает влюбленность, да? Может быть, здесь речь об этом, о каких-то новых зародившихся или зарождающихся чувствах. Но здесь очень много радости, которую вы испытываете в этот день. Итак, Весы, давайте посмотрим в понедельник, почему выпала карта туза кубков. Тут же двойка жезлов. Она смотрит вдаль куда-то, смотрит здесь, да, не знаю, в перспективу, планирует что-то. Здесь глобус, здесь есть автобус, может быть, планирует какую-то поездку, может быть, планирует здесь какие-то изменения, перемены в жизни, когда вы интересуетесь возможностью поменять что-то к лучшему или каким-то хорошим вариантом, который у вас появляется, или перспективой лучшего. То есть вы думаете о том, что вас ждет дальше, что ждет в перспективе. Тут же на дне колоды есть карта мир. Опять-таки акцент на путешествие, на поездку, возможно, которая имеет место быть, карта мир. Давайте посмотрим дальше на шестерку кубков. Семья, все, что связано с семьей, вас может заботить, все, что связано с вашими детьми, внуками, с вашими, не знаю, родственниками, может быть, вашим родительским домом, если вы давно не видели родителей, может быть, вы хотите туда поехать, может быть, вы по шестерке кубков воспоминаниями возвращаетесь постоянно в свое детство, в молодость, в юношество, не знаю, когда вы жили там, да, и какие у вас были там переживания, может быть, у вас есть планы туда поехать на этой неделе. Поэтому шестерка кубков.
какие-то размышления по этому поводу. Может быть, здесь семейные торжества будут. Шестерка кубков — это юбилеи, это праздники, когда у вас есть повод встретиться с родственниками, потому что есть какой-то, ну, не знаю, день рождения или юбилей, допустим, там годовщина свадьбы, не знаю. То есть что-то очень такое радостное. Итак, шестерка кубков на вторник у весов. Давайте посмотрим дополнение. Здесь карта туза мечей. Есть как будто бы во вторник у вас необходимость решить какой-то вопрос, касающийся семьи, повести себя достаточно решительно и смело в этот день, да, и вы предпринимаете здесь определенные действия, очень много решений принимаете, думаете, пытаетесь быть ответственными в том, что вы делаете здесь, касаемо вашей семьи или вашего дома, вашего быта. Дальше карта тройка жезлов. Карта смотрящего вдаль человека, смотрит на эти корабли, которые, скорее всего, приходят к берегу, он ожидает их. То есть вы ожидаете, когда вы придете к своей цели, когда вы получите желаемое. И по тройке жезлов у вас есть намерение получить это как можно скорее, приблизиться к этой вершине, приблизиться к этой цели, к которой вы идете. Вы, возможно, пытаетесь как-то дистанционно с кем-то общаться или обращать внимание других людей на ваши потребности, на ваши проблемы, или хотите помочь кому-то, кто находится на расстоянии, или даже не на расстоянии, да, это может быть человек, который рядом, но он просит вас о помощи, и вы готовы сразу же с благородством таким прийти на помощь, то есть кому-то помочь, может быть, в каком-то вашем совместном деле или в совместной работе, если вы в этом тоже заинтересованы, вполне может быть. Либо вы здесь идете к какому-то, вот у вас намерение, да, есть вырасти в плане карьерной лестницы или какие-то такие подвиги здесь совершить, вы можете здесь что-то такое и делать для работы, для карьеры, чтобы приблизить себя опять-таки к вашей цели, и не отказывайтесь от помощи других людей, если она здесь вам дается. Давайте посмотрим еще на среду, собственно, да, карта королева кубков. Очень много эмоций, очень много каких-то разговоров, очень много доверия, если есть общение с другими людьми, о помощи, предложение помощи по этой карте. Очень много такого эмоционального подъема, который у вас есть, такого хорошего настроения, воодушевления в продвижении вперед, которое у вас есть. То есть большие строите планы, большую перспективу на будущее. А может быть, общение с водным знаком, это раки, рыбы или скорпионы здесь. И дальше карта влюбленная, карта. Возможно, общение с близнецами, возможно, здесь речь о выборе, который вам нужно сделать, либо здесь опять-таки союз, общение с другими людьми, партнерские отношения, которые для вас будут важны, партнерские отношения, которые вы здесь выстраиваете, которые для вас в приоритете. Карта влюбленная. Какие-то здоровые отношения, которые вы хотите выстраивать с окружающими людьми, да, поэтому карта влюбленная. Карта влюбленная. Тут же десятка мечей, обратите внимание. И карта Иерофант на дне колоды. То есть могут быть какие-то телец, близнецы, тельцов много рядом. Может быть общение с таким человеком такого знака. К тому же десятка мечей тоже карта близнецов. Что-то может разочаровать в отношениях или в общениях с кем-то из близких родственников. Что-то вызывает отчаяние, стресс, что-то некомфортное, неприятное, воспринимается как проблема, которую нужно решить. Дальше идет карта императрица. Карта матери, я уже говорила, да, может быть, женщины, женского такого тепла, которое она излучает, плодородия, которое она дает. Карта императрицы. Духовной силы, которой вы обладаете здесь в целом, проявляете себя таким образом. Может быть, общаетесь с такой женщиной для вас, это может быть ваша жена, если смотрят мужчины, или ваша мама, может быть, вы мама, и вы здесь проявляете себя так, как мама, да, в отношении ваших детей, как женщина, которая может обеспечить этот комфорт, уют, тепло, ласку, заботу, собственно, да, вы даете это своим детям здесь. Может быть, общение с человеком знака Телец, да, может быть, это ваша дочка, поэтому карта императрица, тут же девятка кубков, то есть много радости по этому поводу, много веселья, много шестерка жезлов, какого-то шанса быть в центре внимания своей семьи, к вам прислушиваются, обращаются за мудрым советом, который вы можете дать по шестерке жезлов, потому что вы здесь хороший такой советчик, вы здесь лидер семьи, вы здесь успешный человек, и
чувствуете достаток, чувствуете успех здесь по 9 кубков. Карта смерть при этом выпадает на субботу. Почему она выпадает? Карта понимания, что что-то как будто завершается, период один, начинается другой период трансформации, изменений в вас. Также вы можете по карте смерть здесь чувствовать, что вы как будто бы, не знаю, что-то теряете или чувствуете какую-то потерю. Здесь ощущение потери, ощущение, что вы с чем-то должны расстаться или попрощаться, или отпустить, да, или переживаете какую-то потерю, как будто что-то умерло, что-то ушло, что-то потерялось для вас. Кстати, может эта карта говорить про человека знака Скорпион, поэтому может быть здесь что-то связанное со Скорпионом. Тут же карта Иерофант, семья. Теряете что-то связанное с семьей или телец, знак телец. Может быть, какие-то ссоры или разногласия, которые возникают здесь по 5 жезлов. То есть воспринимается что-то как борьба, как понимание, что вы боретесь, сражаетесь, но все равно неизменно теряете здесь, теряете свои позиции или не можете поступить здесь благоразумно, как этого хотелось бы вам. Может быть, чувствуете, что в чем-то проигрываете здесь в этот день. И карта шута, карта человека, который готов отправиться в поездку. Взял вещи налегке, с такой котомкой за плечами, отправляется в дорогу. Возможно, по карте шут вы отправляетесь в какое-то путешествие или собираете тут вещи, куда-то едете в воскресенье. Может быть, кто-то берет отпуск себе, допустим, там перед Новым годом. Поэтому карта шута. Но и в целом вы здесь открыты всему новому. Вы такие любознательные, заинтересованные, такие очень оптимистичные и легкие на подъем. Вы можете даже в этот день, просто не планируя какую-то поездку, собраться куда-то, отправиться, куда-то поехать. Поэтому карта шут, но нужно быть все-таки не совсем уж такими легкомысленными, чтобы не упустить каких-то деталей и не жалеть потом, да, о том, что вы где-то какое-то спонтанное решение приняли. И тут же опять-таки 3 кубков появляется, которая у вас была на дне колоды в этой колоде, да, в Таро иллюминатов. Тут же 3 кубков. То есть много людей, веселье, общение, карта туза кубков, которая здесь обещает это веселье, обещает, что по шуту вы с легкостью открываетесь к какому-то веселью и радости, которая вам дается. Да? Паж Пентаклей, что-то выгодное, ценное, что-то, чем вы дорожите. Может быть, здесь вы даже какие-то деньги во что-то вкладываете или что-то покупаете, опять-таки, своим близким, или тратите как-то деньги на то, чтобы чем-то себя порадовать, или своих близких, может быть, да, эту компанию, друзей. Король Пентаклей активно говорит и Паж Пентаклей о том, что здесь может быть вовлечен земной знак зодиака. Это Девы, Тельцы или Козероги. Может быть общение с таким человеком здесь. И опять-таки карта трансформации здесь, карта смерти идет дальше, да? Как будто перемена. Вы здесь на этапе перемен, изменений, которые в вашей жизни происходят, но они к лучшему, потому что есть туз кубков, веселье, успешность в делах. Есть Паж Пентаклей с этой дающей Пентакли рукой, да, с какими-то хорошими, выгодными для вас предложениями. Итак, дорогие весы, на этом сегодняшний Таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал, оставить сообщение, лайк. Буду очень-очень признательна. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.